Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, какие люди вас предадут без каких-либо сомнений. И очень важно, чтобы вы таких людей остерегались, обходили их десятой дорогой. Конечно, это сложно сделать в нашем с вами мире, где мы взаимодействуем друг с дружкой. Но когда вы знаете таких людей, вы видите их насквозь, вы понимаете, что от них нужно быть подальше. И вот это видео очень важно, поэтому обязательно просмотрите, и на будущее вы будете уже как рыба в воде разбираться и понимать. Давайте далее все, друзья, более подробно. Вы знаете, большинство людей хоть раз в жизни, но переживают предательство. Кому-то удается быстрее справиться с потрясением от пережитого, кому-то для этого требуется больше времени и сил. Ну а кто-то и вовсе не способен справиться с таким неприятным и разрушительным этапом своей жизни. Предательство – это огромное количество сильного негатива, который, придя к человеку, влияет на все сферы его жизни, начиная от работы и заканчивая здоровьем. От этого негатива разрушается биополе, из-за чего человек теряется и не знает, как ему жить дальше. Что делать для того, чтобы быстрее справиться с грустью и негативными мыслями, которые наполняют его голову? Если рядом есть близкие, родные люди, которые, излучая доброту, искренность, будут его поддерживать, делясь своими сильными энергиями, которые ему в этот момент нужны, этому человеку будет легче стать на свой жизненный путь и продолжать по нему идти. Но если возле человека по какой-то причине не окажется таких людей, или же они почувствуют, что ему нужна помощь, ему будет очень трудно вернуться к своей обыденной жизни, а депрессия, апатия начнет его преследовать и во всем ему мешать, из-за чего он вновь и вновь будет возвращаться на то место, с которого пытались уйти, теряя даже те энергии, которые сумели сохранить. От предательства не застрахован никто. Предугадать его тоже невозможно, так как никогда не знаешь, что на самом деле в душе у человека, какие чувства он испытывает к вам, готов ли во всем вам помогать или же использует вас в своих целях. А когда получает больше, не нуждается в вашем присутствии или даже общении. Поэтому, если вдруг в вашей жизни произошло предательство, не позволяйте тому, кто это сделал, начать управлять вашей жизнью, чувствами. Не принимайте отправленный вам негатив, даже если вам трудно. Найдите в себе силы, соберитесь, сосредоточьтесь на себе и дайте отпор. Покажите, что никто не имеет права так с вами обращаться, что такому человеку не будет прощения. Попросите Вселенную вас поддержать. Притяните больше светлых энергий в свою жизнь, а вместе с ними и приятные изменения. Это очень подходящий этап для того, чтобы изменить то, что вы давно хотели, и начать двигаться в направлении мечты. Люди, которые будут встречаться на вашем пути, будут вам в этом помогать. Главное, излучайте добро. Найдите для себя новые увлечения, переключитесь на то, что вам нравится, займитесь спортом, посетите салон красоты, сядьте как вариант на диету, смените гардероб, работу, покажите, что вы лучше, что вы сильнее, чем о вас мог подумать тот, кто вас предал, и что вы готовы покорять новые цели, новые вершины, принимать потоки положительных и светлых энергий, которые будет отправлять вам Вселенная. Чем быстрее вы справитесь с неприятным этапом в своей жизни, тем лучше будет для вас. Вы сможете не притянуть в свою жизнь одиночество, не растерять энергии, которые привлекали, и не позволить самому себе перейти черту, из-за которой будет очень трудно вернуться. Вы должны, наоборот, испытать к данному человеку благодарность, чтобы он ушел из вашей жизни и тем самым не использовал вас больше в своих интересах, не отбирал светлой энергии, не влиял на вашу жизнь. Ну и, конечно же, еще в том, что данный человек освободил место для того, кто придет в вашу жизнь и сделает ее более разнообразной, интересной, будет ценить вас за то, какие вы. Отпускайте тех, кто уходит, независимо от того, какая причина. Тот, кто ваш, никогда ни при каких обстоятельствах от вас не уйдет, а наоборот будет делать все возможное и невозможное для того, чтобы быть возле вас и иметь возможность всегда подставить свое плечо.
все, когда вы в этом будете нуждаться. Уберечь вас от неприятностей, которые могут с вами произойти, и порадоваться за вас от души, когда что-то приятное и счастливое начнет наполнять вашу жизнь. Вот о таких людях нужно заботиться, а о них нужно переживать, а другие и слезинки, не говоря уже о переживаниях, ваших не стоит. Мы, друзья, поговорим о том, от кого можно ждать все-таки предательства, так как в основном такой поступок совершают люди, которые находятся возле вас, либо же те, с которыми вы состоите в каких-то отношениях. Ведь те, кто далеки от вас, те, кто ничего не знают о вас, они не могут этого сделать, ведь они не знают, что причинит вам боль, что расстроит вас. Да и вряд ли человек, который не имеет значения в вашей жизни, способен вас каким-то образом сильно расстроить, не говоря уже о том, чтобы предать. Если в вашем окружении есть те, кто вам завидует, и вы знаете об этих людях, вы можете быть уверены в том, что данный человек вас обязательно предаст. Это вопрос времени, так как ему не нужно, чтобы у вас все было хорошо. Он мечтает иметь то, что есть у вас, либо же мечтает жить такой жизнью, как живете вы, поэтому он не хочет со стороны наблюдать за тем, как у вас все хорошо складывается, как вы добиваетесь желаемых результатов, как покоряете вершины, взбираетесь все выше и выше, а данный человек остается на том месте, на котором ранее и находился. Ведь он ничего не делает для того, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону, а только и думает о том, чтобы причинить вам вред. На это он готов тратить силы и энергии, все без исключения, и ничем не побрезгует, чтобы добиться желаемой цели. С такими людьми не стоит делиться своими планами, желаниями, так как они обязательно донесут это до тех, кто способен помочь им в выполнении задуманного, а значит создать вам непредвиденные трудности на вашем жизненном пути. Например, если завистник, сотрудник, которого вы принимаете за своего друга, и вам предложат новую должность или более высокую зарплату, он постарается перейти вам дорогу или же донести эту информацию до того, кто имеет более значимые связи, чем у вас. Когда такой человек предаст вас, он даже не осознает то, что в его жизни это не меняет ничего. Но он так будет ослеплен этой выдуманной радостью, что ощутит значимое облегчение. Через время он может подумать, что зря так поступил, так как теперь ничего не знает о вашей жизни и не может ее контролировать. Придет с извинениями, но никогда такого человека не стоит прощать, так как эта категория людей не способна поменяться. Они будут вновь поджидать очередной момент, чтобы вновь вам навредить. Поэтому сделайте свой вывод и живите дальше, не позволяя так негативно влиять на свою жизнь. Пусть этот человек не занимает место возле вас и не мешает светлым энергиям приходить в вашу жизнь, а с ними и силам на новые свершения. Те, кто от вас по какой-то причине зависели, также способны предать. Например, вы помогли кому-то устроиться на работу или же выручили в финансовом плане. Человеку вроде и сделали хорошее дело, но часто в такой ситуации человек затаивает обиду, так как считает, что ему подчеркнули, что он не смог с чем-то справиться самостоятельно. Это так и есть, но он не хочет это признавать. Ему лучше и легче кого-то обвинить в своих бедах и в том, что с ним произошло. К сожалению, очень маленький процент людей умеет быть благодарными и нести в своем сердце добро, помогать тем, кто когда-то помог им, или же после того, когда им оказали на каком-то этапе помощь, передать этот посыл добра далее, тем, кто также будет нуждаться в помощи. В основном люди быстро забывают все хорошее, и когда становятся сильнее, устойчивее, стоят на ногах, стараются это подчеркнуть свои вновь обретенные качества именно тому человеку, который помог ему, когда в этом была нужда. Когда-то один мудрый человек из моего близкого окружения говорил такую фразу, которую я запомнила на всю жизнь, что человек до тех пор человек, пока он плачет, а как только он перестает это делать, сразу проявляется его истинная сущность. Наблюдая за людьми, которые часто встречаются на моем жизненном пути, все это подтверждает слова данного человека. Люди не умеют контролировать свои эмоции, а кто-то и вовсе не пытается это делать. И когда видят, что они находятся в лучшей ситуации, которая была до этого, что теперь могут показать себя, обратить на себя внимание, всячески стараются отдать долги.
тому, кто им помог в нужный момент. Поэтому с такой категорией людей нужно быть очень осторожными, так как невозможно просчитать, что же от них ожидать. Если кто-то желает получить то, что принадлежит вам, например, семью, деньги или, возможно, вашу вторую половинку, он будет поджидать нужный момент, когда появится возможность вас предать. Но перед этим постарается попасть в категорию друзей, чтобы больше о вас узнать. А затем это использовать для того, чтобы причинить вам как можно больше вреда и сделать это в самый непредвиденный момент, когда вы не будете ожидать таких действий от этого человека. Он может поступить и по-другому. Находясь возле вас, он будет получать то, что ему нужно. Например, вы более финансово стабильны, у вас всегда есть деньги, а значит, придя с вами в какое-то заведение или кино, можно ожидать, что вы будете платить за этого человека, дарить более дорогие подарки. А когда у него появится новый объект для подражания и заинтересованности, он быстро найдет в этом свой интерес. А вот вы для этого человека, к сожалению, утратите значение. Даже если вы, по вашему мнению, дружили с ним на протяжении многих лет. К тому же, когда вы зададите данному человеку вопрос, что же произошло, он вам укажет на все моменты, которые ему были выгодны, и сделает это, не задумываясь, так как захочет показать вам свое превосходство, что он не был искренним с вами, что вы просто ему нужны были для его целей. Ему важно обидеть вас и сделать это как можно больнее и неприятнее. Но мало кто из таких людей не задумывается о том, хотя стоило бы, что в такой момент именно он выглядит очень жалким. Если в отношениях у вас нет взаимопонимания, ваша вторая половинка постоянно позволяет себя непристойное общение с вами, хамство, не боится перед другими людьми обидеть вас, не считает, что во всем должна быть мера, а вы все это прощаете, так как считаете, что это изменится, что всего можно добиться любовью, исправить такие отношения светлыми энергиями и добрым отношением, вы ошибаетесь. Такой человек никогда не изменится и не начнет вас ценить. Он не начнет ценить и того, кто будет после вас, а также и после этого человека, так как ему важно, чтобы ним восхищались, чтобы ему льстили, может, с какой-то стороны и служили, подносили тарелку, чашку, удовлетворяли его прихоти и потребности. А когда он увидит, что где-то лучше, интереснее, разнообразнее, возможно, его будут одаривать подарками или еще что-то, он обязательно уйдет туда, предав вас, и сделает это даже ни на минутку не задумываясь, так как ему все равно, кто возле него находится, вы или кто-то другой. Ему нужно только то, чтобы ему постоянно что-то давали, но он не готов ничего давать взамен. Такие отношения можно назвать токсичными, когда один человек отдает все до остатка, что у него только есть, как физически, так и морально, а другой только больше и больше требует, но не спешит открывать свою душу и поступать так же. За таких людей не стоит держаться, так как вы только потратите на них свое время. Займитесь собой, живите в свое удовольствие, и на вашем жизненном пути обязательно встретится тот, кто будет это ценить и стараться то же самое сделать для вас, наполняя отношения любовью, гармонией, уважением, взаимопониманием, спокойствием, как физическим, так и моральным. Каждая категория из людей, о которых мы сегодня говорили, опасна еще не только потому, что они способны предать, а потому, что они излучают настолько сильный негатив, который способен отбирать светлые положительные энергии, окружая людей злом и неприятностями. Биополе при общении с такими людьми также будет страдать, ослабевать, из-за чего они способны будут в какой-то момент управлять теми, кого выбрали себе в жертву. Чтобы такого не получилось, внимательно смотрите на то, кто возле вас находится, чтобы потом не пришлось пожалеть о последствиях, которые они могут привлечь в вашу жизнь. Научитесь больше анализировать, сопоставлять, наблюдать, и так вы сможете видеть сущность каждого человека без исключения. Да, это непросто, но под силу всем без исключения. Главное – желание. Хорошо научиться прислушиваться к тому, что тот, кто возле вас находится, говорит, совпадают ли его слова с действиями, и, конечно же, по отношению к другим людям о человеке можно сказать очень многое.
Если человек излучает зло, значит он его излучает ко всем без исключения. Просто вы пока ему выгодны, удобны, и он не показывает вам свою сущность, а вы по какой-то причине не хотите ее замечать. Если человек старается при общении с вами казаться лучше, чем он есть, это укажет на то, что ему нужно это общение на данном этапе. А когда будет уже неинтересно или же не нужно, он не постыдится вам это продемонстрировать. Не стоит игнорировать и факты, например, если вы знаете, что данный человек уже когда-то кого-то предавал, подсиживал, совершал негативные поступки, все обязательно повторится и с вами. Просто это вопрос времени, не стоит рисковать, поджидая это время в свою жизнь. Не стоит слепо доверять, так как доверия достойны только те люди, которые находятся возле вас в разных жизненных ситуациях, как счастливых, так и нет, которые порой умеют радоваться за вас больше, чем вы сами за себя, которые подталкивают вас, когда вы остановились, которые готовы держать вас за руку даже в тот момент, когда от вас все отвернулись. Вот такие люди заслуживают доверия, уважения, любви, их нужно ценить, так как если у вас есть такой человек, вы счастливчик, и вам очень сильно повезло. Важно уметь доверять, ведь без доверия жить тоже очень тяжело. Но делать это нужно, конечно же, осмотрительно, соблюдая некую границу между вами и теми, кто находится рядом. Это от многого обязательно вас убережет. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк, напишите свое мнение касательно людей, которые вас предавали, насколько это было вам сложно и тяжело. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.